Здравствуйте! Как пользоваться компасом? Значит, смотрите, у нас есть стрелка вот такая, есть на ней маркер красный. Бывает синий маркер, бывает красный, ну, в нашем случае, естественно, красный. Вот эта часть стрелки всегда указывает, где север. Всегда она тянется к северу. Что бы вы ни делали, она будет тянуться всегда, показывать, где север. Вот, противоположная сторона, если мы выставим, она покажет, где юг. То есть, ну, надо выставить на север. Где у нас север? Вот от английские буквы я сейчас расскажу коротко. Ну, многие люди не знают, как будет север. Буква N – это north, это север. Буква S – это south, это у нас юг. W – это у нас запад. E – это у нас восток. Вот мы стали себе спокойненько, компас должен быть максимально ровный. Стрелка стремится всегда на север, она всегда показывает только север. Вот мы выставили Nord. И дальше, ну, у нас компас должен быть максимально ровным, потому что если он будет неровный, стрелка вот так будет просто, ну, это постараться надо. Мы нашли, где у нас север, выставились, что стрелка, она всегда будет показывать, где север. Вот, выставились, максимально все корректно. Вот. И мы стали вот здесь, например, спиной. Вот мы вот спиной вот так стоим к северу, норду. То есть, кстати, компасы бывают на разных языках, но в основном распространенка такая, поэтому надо знать хотя бы вот этих вот 4 символа, что они значат. Вот, если мы стали спиной к северу, у нас впереди будет юг, лицом, если мы, ну, естественно, спиной мы стоим к северу, впереди будет юг. Справа, значит, получается, будет запад, это вот это W. E, естественно, это восток, это то, что будет слева. Если же мы обойдем компас и станем спиной к югу, впереди у нас будет север, слева, значит, запад, справа будет восток. Если спиной стать здесь, к востоку, впереди у нас будет запад, слева будет у нас, значит, юг, справа будет север. Ну, вот все как-то вот в таком вот духе. Очень выгодно пользоваться компасом в том случае, если вы куда-то идете в лес, потому что в телефонах, вот эти вот смартфоны, там компас вообще, он не совпадает с этим. Эти все компасы, какие бы вы ни купили, они все показывают точно. Телефоны там вообще что-то такое показывают, ну, что-то не то вообще. Вот, значит, в лес куда-то брать его очень надо понимать просто перед тем, как вы заходите, с какой стороны вы заходили, то есть поймать ориентир. Вот у нас лес впереди, мы вот так сориентировались и уже пошли. Мы сможем спокойно по этим стрелкам, ну, по стрелкам, по значениям вот этим выйти. В особенности вот эти градусы, я в другом ролике расскажу, как по этим градусам пользоваться. Это для того, чтобы вообще там конкретно ориентироваться в лесах. Вот, я расскажу в следующем ролике, следом после этого я сниму, и если это видео наберет 500 лайков, значит, я буду знать, что вам нужно продолжение про компас, потому что я знаю много интересных лайфхаков. Вот, мы видим вот это вот SE, это, ну, уже логично, вот это SE, это типа юго-восток, то есть, чтобы мы по диагоналям понимали, куда мы ближимся, ну, куда мы идем, то есть, юго-запад, ну и так далее, и так далее. То есть вот эти вот NW вы видите, да, там NE, это, то есть ориентиры, диагонали, то есть в какой плоскости вы направляетесь, слева-справа у вас по-любому какое-то будет направление, то есть будь это северо-запад, то есть чтобы понимать, куда вы идете. Вот, поэтому надо понимать, стрелки бывают разного цвета, но всегда они показывают нам только, где находится север. Поэтому, друзья, подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации. И если что-то непонятно, пишите. Вот. Спасибо большое.